Ребята, вечер, когда вышел тизер Run BTS, стал одним из тех моментов, которые мгновенно потрясли мир и RMY. Не только потому, что наша любимая группа наконец-то вернулась в атмосферу, полную смеха и энергии, но и потому, что на превью, да, именно на этом превью, Тэхён и Чингук оказались в одном кадре, сидя рядом, словно вся вселенная сговорилась подарить нам самый сладкий подарок. То, как они смотрели друг на друга, как их тела неосознанно наклонялись друг к другу, и их нескрываемая аура пары растопили любое сердце. Чингук начал момент с мягкого, успокаивающего смеха, невинно спросив: «Ты знаешь BTS?», а Тэхён вмешался с милым, но серьезным тоном, назвав себя «Мистер Футволейбол». Эти два драгоценных малыша не пытались быть милыми, они просто были. По мере развития тизера становилось ясно, что Тэхён принес новую историю, и сопровождал его не кто-то другой, это был Чингуки, его золотой малыш. В этой короткой сцене был небольшой танец, который могут исполнить только два человека, чувствующие себя в безопасности и комфорте друг с другом. Движение Чингука, то, как его глаза, кажется, следят за Тэхёном, все это запечатлено, несмотря на короткую продолжительность видео. Счастье – простое слово, но Тэкук использует его самым прекрасным образом, как чувство, которое проникает от кожи в воздух и возвращается на экран, заставляя зрителя невольно улыбаться. Когда Чингук смотрит на Тэхёна со смехом, а Тэхён отвечает своим нежным смехом, возникает ощущение: вы видели мою маленькую парочку. Особая атмосфера, присущая только им. Эта близость вновь проявляется, когда они сидят близко друг к другу, их тела почти прижаты друг к другу, словно мир просит нас заметить, насколько естественна эта близость. В какой-то момент их колени соприкасаются, и они оба делают вид, что это случайное соприкосновение, но их взгляды намекают на нечто более глубокое. Мы все знаем, как они кокетничают перед камерой, делая вид, что не замечают, что за ними наблюдают, хотя на самом деле знают, что весь фандом следит за каждым их движением и каждым движением. Тэкук никогда не демонстрирует нам непринужденного общения, они передают теплоту, которую мы чувствуем даже из-за экрана. А потом был момент, который заставил весь фандом на мгновение замереть, а затем взорваться тихим криком, жест Чингука «Я люблю тебя» в адрес Тэхёна. Не один раз. Дважды. В этом 15-секундном видео Куки сделал очень явный жест любви, подняв руку прямо к Тэхёну, с легкой улыбкой, как бы давая понять, что его чувства настоящие и искренние. А Тэхён? Он это увидел. Он это понял. Он это принял. Все произошло с той тонкостью, на которую способны только два человека, которые слишком близки, чтобы притворяться. Небольшой жест Чингука был словно молчаливое «я люблю тебя», но с таким ясным языком тела. Эти 15 секунд стали доказательством того, насколько крепки их отношения. Это был не случайный танец или случайный жест. Чингук двигался так, словно окружил любовь всей своей жизни, исполняя блаженный танец, не обращая внимания на камеру. В его глазах горел блеск, на лице сияла неприкрытая улыбка, а взгляд, полный преданности, казалось, был направлен только на одного человека – Тэхёна. Когда кто-то может заставить тебя танцевать просто своим присутствием – это любовь. Вдобавок ко всему, мир получил еще один сюрприз. Чингук поделился историей Тэхёна в Instagram вместе с постом J-Hope. Это был не просто репост. Для RMY это был знак того, что отношения Тэкука остаются стабильными, прочными и полными нежности, даже несмотря на плотный график. Каждый маленький репост ощущался как знак тепла, показывающий, что Куки по-прежнему заботится о каждом шаге своего малыша Тэхёна. И, конечно же, ничто не могло сравниться с этим наполненным улыбками видео. Яркая улыбка Чингука сияла, как солнце, нежный взгляд Тэхёна, теплый даже за маской, и блаженная атмосфера, окружавшая их, словно разноцветное облако. Любовь Тэкука была очевидна в каждом кадре видео. Жест «Я люблю тебя» от Куки был не просто игривым жестом. Это было чувство, излучаемое его глазами, губами и языком тела. Это была любовь в чистейшем виде, это чувствовала даже камера. История любви Тэкука была не только о сегодняшнем дне, их документальный фильм в Лос-Анджелесе еще раз доказал глубину их отношений. Они выглядели счастливыми, свободными и совершенно самими собой.
Не было сценария. Не было цензуры. Не было искусственной дистанции. Просто двое мужчин, постоянно идущих рядом, в репетиционном зале, за обеденным столом, на диване, даже просто небрежно прогуливающихся по коридору. И в одном из документальных моментов, которые ЯРМУАЙ никогда не забудут, Чингук, увидев Тэхёна на экране, спонтанно воскликнул: «Вау, ты такой красивый!» Рефлекторно. Естественно. Искренне. Слова, которые произносятся без фильтров, как будто только что увидели любимого человека. Никто не станет отрицать, что всякий раз, когда Тэхён и Чингук появляются вместе, мир словно замедляется. Даже в самых коротких сценах ощущается мощная и ощутимая динамика. Когда камера возвращается к ним в следующем тизере, Тэхён поворачивается с легкой улыбкой за маской, и Чингук, стоящий всего в нескольких шагах, мгновенно улавливает эту энергию. Как будто их тело связано невидимым притяжением. Им не нужно прикасаться, чтобы дать нам понять, что между ними течет некий ток. Тонкая, нежная, но невероятно сильная любовь. Момент, когда они вместе смеются, один из любимых моментов ЯРМУАЙ. Чингук тихонько смеется, словно только Тэхён может раскрыть эту его милую сторону. Тэхён, услышав смех, тоже погружается в теплую атмосферу, слегка приподнимая плечи и сужая глаза от счастья. Между ними происходило безмолвное взаимодействие, общение, возможное только для двух людей, знающих друг друга слишком долго и бесчисленное количество раз влюблявшихся. Они ничего не переигрывали, но этого было достаточно, чтобы растопить сердце зрителя. Когда они сидели рядом, возникло ощущение дома. Их физическая близость не была чем-то искусственным или спланированным для камеры, она была естественной, словно их тела всегда знали удобное положение друг друга. Тэхён слегка откинулся на плечо, Чингук изменил расстояние, и прежде чем они успели опомниться, их колени снова соприкоснулись. Была грань, которую они никогда не пытались скрыть, им было комфортнее вместе, чем порознь. И это нельзя было замаскировать ни освещением, ни операторской работой, ни монтажом. Когда Чингук снова показал жест «Я люблю тебя» своей маленькой ручкой, эмоциональный удар пришелся прямо в сердце. Это был не просто символ для зрителей, то, как он поднял руку, угол его тела, направление взгляда, все ясно указывало на то, кому адресован этот жест. И Тэхён это заметил, бросив короткий взгляд, такой быстрый, но достаточный, чтобы заставить весь фандом закричать от восторга. Между ними возникла связь, понятная только влюбленным, язык тела, передающий чувства, которое невозможно выразить словами. Реакция Чингука после жеста была еще более очаровательной, его улыбка стала шире, щеки приподнялись, а глаза заблестели, как у человека, которому только что удалось заставить любимого улыбнуться за маской. То, как Тэхён ответил теплым взглядом, пусть даже всего на мгновение, ясно дало понять, что этот жест не был для них чем-то чуждым. Это было частью того маленького мира, который они построили вместе, мира, который миллионы глаз могли иногда видеть, но который оставался только их. Когда камера переключилась на них, стоящих вместе, атмосфера словно изменилась. Когда Тэхён и Чингук находятся в одном кадре, всегда чувствуется что-то особенное. Им не нужно прикасаться друг к другу, чтобы показать свою близость, просто стоя рядом, они словно из напряженного романтического фильма. Тэхён со своей мягкой, но властной манерой поведения и Чингук с его теплой и энергичной аурой, две энергии, которые, кажется, идеально дополняют друг друга. Тот факт, что Чингук сделал репост истории Тэхёна в Инстаграм, является еще одним доказательством их глубокой связи. Это не первый раз, когда Чингук так делает, и каждый раз ЯРМУАЙ всегда понимают, что он пытается передать какой-то маленький посыл. Как будто он говорит «я тебя вижу» или даже «я за тобой наблюдаю». А в сочетании со всеми только что произошедшими моментами, репост – это не просто репост, это окно в самые прекрасные маленькие моменты между двумя людьми, которые заботятся друг о друге. В документальном фильме из Лос-Анджелеса мы также видим, как Тэхён оказывается в центре внимания Чингука, даже не прилагая усилий. Чингук реагирует спонтанно, как будто его зрение запрограммировано на то, чтобы узнавать и восхищаться Тэхёном раньше всех остальных. Его невинные, но восхищенные слова «Вау, ты красавчик!»
остаются одним из любимых моментов ARMY. Это была не фраза, произнесенная на камеру или для зрителей, это был рефлекс подлинных эмоций. Выражение лица не было натянутым, оно было чистым, искренним и идеально передавало глубину привязанности Чонгука.